Сегодня готовим простой и очень вкусный пирог с курицей и грибами, иначе говоря, французский киш, он же открытый пирог. Начнем с приготовления теста. Пшеничную муку обязательно просеиваем через сито. И потом натираем в муку холодное сливочное масло. Периодически обмакивайте масло в муке, чтобы было легче его измельчить и чтобы оно не таяло. Теперь перетираем масло с мукой пальцами до мелкой крошки. Теперь добавляем немного сахара, соль и одно яйцо. Знаю, что многие пренебрегают добавлять сахар в тесто для соленых пирогов, но ведь это и есть баланс вкуса, когда у вас соленая начинка и чуть-чуть сладкое тесто. Объединяем все ингредиенты вместе, замешивая тесто. Слишком долго замешивать не нужно. Формируем тесто плоско. Делаем пласт, ни в коем случае не шар, потому что если вы будете делать шар из теста, то не будет равномерности. Сверху тесто охлаждается, а внутри никакой стабилизации. И убираем тесто в холодильник на 30 минут. Пока тесто отдыхает в холодильнике, готовим начинку. Нужно нарезать мелко репчатый лук. Также мелко кубиками нарезаю шампиньоны. Если у вас есть другие грибы, то, конечно же, с лесными грибами этот пирог получится еще вкуснее. Также понадобится половинка куриного филе. Его нужно нарезать небольшим средним кубиком. Вместо куриного филе можно использовать куриные бедра, либо же вообще заменить курицу, например, на индейку. Сначала обжариваем лук на небольшом количестве растительного масла до мягкости и легкой золотистости, после чего добавляем грибы. Также все обжариваем, выпариваем влагу из грибов. На этом этапе огонь можно увеличить. После чего добавляем куриное филе и также готовим до испарения лишней жидкости. На этом этапе не забудьте посолить начинку. И еще я добавляю сушеный тимьян. Если у вас есть свежий, добавьте, будет еще вкуснее. Достаем тесто из холодильника и оставляем минут на 5-7 на столе. А потом распределяем его в форме, делаем основу. Сначала я распределяю тесто по дну формы руками, потом делаю бортики и максимально разравниваю поверхность, как стенок, так и донышка. У меня разъемная форма 18 см, но также это количество теста подойдет и на 20-сантиметровую форму. Я положила на дно пергамент, но по сути это делать совсем не обязательно. У вас тесто хорошо отойдет от формы. Я положила пергамент, так сказать, на всякий случай, но в результате поняла, что без пергамента тесто пропечется снизу намного лучше. Для разравнивания дна и стенок я использовала и стакан, и ложку. По сути, можно использовать любые средства, чтобы добиться результата. Это же самое главное. Если вы чувствуете, что тесто достаточно нагрелось от ваших рук, то всегда можно поставить такую заготовку в холодильник. Перед выпечкой, если не забудете, как я, можете проколоть донышко заготовки вилкой. Я этого не делала, и в принципе трагедии никакой не случилось. Перед выпеканием основы нужно обязательно застелить ее пергаментом и насыпать сверху подходящую крупу или фасоль, что у вас есть. У меня не было ни того, ни другого, поэтому я использовала обычный рис. Это мы делаем, чтобы наш каркас для начинки никуда не поплыл и не деформировался. Ну а теперь в духовку при 180 градусов примерно на 20-25 минут. Пока выпекается основа, не теряем время, готовим заливку. В миске соединяем сливки, 2 яйца, добавляем щепотку соли и мускатный орех. Все хорошенько перемешиваем. Также я подготавливаю еще один ингредиент, это сыр горгонзола. Можно заменить его на дор-блю, либо же любой другой на ваш вкус. Ну что, основа готова, теперь будем собирать пирог. Убираем пергамент и сверху распределяем начинку. Сверху выкладываем сыр и выливаем заливку. Аккуратно распределяем ее по всей поверхности. Отправляем наш пирог выпекаться еще 30-35 минут при 180 градусах, пока верх не станет золотистым. Ну вот и все, наш киш готов. Какой же он аппетитный! Перед подачей обязательно нужно дать пирогу остыть и стабилизироваться минимум полчаса. И вот таким легким движением руки перекладываю пирог на тарелку. Какой же он получился вкусный и ароматный! Сыр горгонзола дает тот самый неповторимый вкус. Сохраняйте рецепт себе в закладке, чтобы не потерять. Ставьте лайк этому видео и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что смотрите. Всем пока-пока!